Всем привет! Сегодня будем облагораживать стенку на балконе. Это продолжение большой комнаты. И здесь балкон такого размера, что можно его под что-то использовать. Вот эту кладку пеноблочную и старый бетон крашеный мы закроем гипсокартонной стенкой с нишей. Ниша будет отступать от стены ровно настолько, чтобы гипсокартон пришел в раму. А выглядеть все это будет вот так. Вот это наша обшивка. Так, здесь уже такая батарея будет. И окно. Вот. Потолок здесь тоже будет из гипсокартона, но потом. Сначала мы сделаем стенку ровную и с нишей. Ниша вот эта будет, получается, справа от этой колонны. Размер ниши 820 от пола. Ширина ее примерно 50-60 сантиметров, это мы еще уточним. И высота ниши 1,28 м. Сейчас наша задача сделать с помощью оси построителя разметку под 90 градусов к уже готовой штукатуренной стене. То есть у нас уже есть здесь как бы маяк. И от него мы будем брать 90 градусов для своей разметки. Ставим оси построитель параллельно штукатуренной стене. Параллельно значит по двум отметкам. С левой стороны на 10 сантиметров одна отметка, с правой другая, тоже на 10 сантиметров. По ним выставляем лазер и перпендикуляр от него проходит в сторону окна. Здесь мы поставили линию на один слой гипсокартона. То есть если бы у нас был один слой гипсокартона, то вот эта линия это показывает положение профиля. Если мы сюда накрутим один слой, то он зайдет на раму примерно на 5 мм. Вот она по потолку идет, по стене, по полу. Но скорее всего у нас здесь будет два слоя гипсокартона. Поэтому вот этой красной линии мы возьмем еще внутрь на 1,3 см. Поставим отметки и отрисуем. Отобьем линии там, где это возможно. А там, где нельзя, поставим просто отметки в черточках. Черточками в кружочках, чтобы не путаться. По периметру линии у нас есть. Заодно отбиваем вертикальную линию для левой стороны ниши, которая проходит мимо вот этой колонны. Тут мы просто отметками ставим. С правой стороны ниши еще неизвестно, какая будет ее ширина, пока мы ничего не делаем. Для этого нужно уточнить размеры с заказчиком. Кроме этой разметки мы можем сделать еще горизонтальную разметку, то есть высоту от пола и высоту самой ниши. Рисуем еще две линии по горизонтали. Это нижний периметр, рассчитан на высоту от пола с двумя слоями гипсокартона. И верхний. Теперь с разметкой у нас почти все готово. Можно насверливать направляющие профиля УД. И возможно здесь будет одна вертикальная CD-шка. Тут я еще подумаю, как сделать. На закладных направляющий узкий или широкую CD-шку поставить. По схеме сборки. Раз уже у нас нету правой стороны, то мы можем собрать, по крайней мере, вертикальную часть, две горизонтальные полки прямо до стены, низ и вверх, а уже после этого вшить еще одну вертикаль на той ширине слева направо, где нам скажут.
Но это чисто для того, чтобы не останавливать работу для утрясания всех вопросов. То есть мы изменяем просто монтажную схему для того, чтобы мы могли работать независимо от решения других вопросов. Итак, периметр у нас готов. С левой стороны CD-шка. По краю нормально пошло, но надо будет еще накрутить саморезов вот сюда, насквозь, чтобы они прошли. И когда здесь будем приклеивать смесью гипсокартон вот сюда, то саморезы останутся в смеси и еще дополнительно укрепят профиль. Снизу мы закрутились на 25-е саморезы. По сухой стяжке это можно сделать. Держится все очень хорошо, притянулось. Ну а все остальное присверлили на дюбеля. Вот у нас есть направляющий профиль для боковой стенки. Периметр для верхней полки, для нижней. Теперь нужно поставить вертикальную стойку. Вот здесь. По разметке. И собрать боковую шторку. Вот эту вот боковую стеночку для ниши. И уже от этой боковой стенки мы будем делать нижнюю полку и верхнюю. Но здесь обычно мы ставим УДшку с горизонтальными перемычками. Каркас для одной боковины готов. На этих перемычках угловой профиль, вот этот УДшка, зафиксирована так, чтобы она находилась в плоскости между крайними профилями. Справа и слева. То есть тут не надо ничего по лазеру равнять. Просто прислоняем профиль и закручиваем перемычку так, чтобы УДшка была вровень. И все. Так, можно зашивать эту сторону. Тут пойдет одна целая полоска, без стыков. Как раз у нас нашлась полоска, которая была длиннее, чем надо, и шире тоже, чем надо. В общем, мы ее укоротили, а по ширине вот закручиваем как есть. Просто подрезаем потом ножом изнутри и по линии снаружи. Так ее совсем просто отломать. Просто берем и отламываем. Теперь нам нужно сделать горизонтальные периметры, продлить сверху и снизу и поставить угловые профиля. Угловые профиля будут, наверное, разные. Снизу я их поставлю сдвоенные УДшки. Одна будет развернута в ту сторону и одна вниз. А сверху одинарную. Чтобы удержать конец горизонтального профиля, внешнего, от перемещения вверх-вниз, то можно сделать уголки. То есть профиль надевается на эту часть, на торец, и закручивается тремя саморезами. Снизу, сверху и спереди. Или, например, можно использовать два профиля. Вот так. То есть тут понятно, что идет два самореза. Один сверху, один спереди. Все, ставим угловые профиля. Очередность прикручивания. Сверху сначала крепим профиль от стены на вот тот саморез. Затем можно или по лазеру, или по пузырьковому уровню поставить вертикаль и закрутиться сначала спереди. Затем уже в плоскости выравниваем верх и низ профиля. Вот эту часть и нижнюю. Тоже крепим на саморезы. Снизу у нас два профиля будет. Тут тоже сначала крепимся от стены, потому что это база.
Затем уже по лазеру выставляем второй конец. То есть сначала переднюю часть, затем под плоскость, вот так, по диагонали, закручиваем верхний саморез. Теперь еще один профиль ставим снизу, в те пазы, что у нас есть. Один конец сюда, второй туда. И скрепляем их на саморезы по металлу. Снизу у нас все готово для установки перемычек и горизонтальных, и вертикальных. А сверху у нас будет конструкция чуть-чуть попроще. Там мы поставили для вертикального профиля не целую УДшку, а закладные маленькие. Основной каркас у нас готов. Тут мы тоже все выравниваем в плоскость между крайними профилями. Снизу тоже все есть. Теперь можно зашивать полки. Нижнюю в 2 слоя, верхнюю в 1. Крайний профиль слева мы тоже укрепили. То есть накрутили саморезов. И замазали угол перфиксом. Ну, у нас еще были кое-какие мелкие отходы. Мы сюда их вклеили, чтобы толщину набрать. Чтобы не все клеем ставить, а какую-то часть убрать сухим материалом, чтобы быстрее высохло. Ну, в общем, зашиваем пока. Есть у нас 2 готовые полки и левая боковина. Здесь мы разрисовали черточками размеры, как бы это выглядела ниша, допустим, на 50, на 60, на 70. И отправили заказчикам для утверждения. В общем, выбрали на 50, поэтому сейчас сделаем по стене разметку и еще немножко посверлим. Посверлим мы не только на этой стене. В общем, для того, чтобы хорошо раскидать листы здесь, сделать обшивку, то нужно поставить еще один профиль. Вот здесь, вертикальный. CD-шку, на которой будут стыковаться листы, который идет на панель с нишей, ну, который второй слой уже, на панель с нишей, а второй пойдет с этого профиля до окна. Разметка. И профиль с уголками. Итак, периметр для боковой стенки справа у нас есть. С лепесточками, как мы любим. То есть сюда вертикальная стойка вставляется вот так. Снизу, сверху. Крепится сначала здесь, то есть выставляется сдвиг, и потом сбоку. Изнутри, не знаю, можно, наверное, не крепить в этом случае. Потом перемычки и зашиваем гипсокартоном. Здесь у нас уголки. Пока еще не закрепленные, но тут все равняется в плоскость. Вот так. Прислонили, закрутили. 2 ряда у нас тут уголков. Вертикальную стойку выровняли на подвесах, на уголках. И собрали каркас для правой боковины в нише. Теперь зашиваем ее гипсокартоном. Ниша готова. Зашиваем первый слой. Первый слой обшивки. Саморезы здесь можно вкручивать пореже, чем мы крутим на лицевом слое. Второй слой закрутили. Делаем разметку для ниши.
для той части, где у нас заканчиваются гипсокартонные бортики внутри. По разметке вырезаем нишу. Ну и в принципе на этом сборка нашей конструкции заканчивается. То есть заканчивается наше в ней участие. Потому что кусок с левой стороны, который доходит до окна, будет клеиться на смесь. И заниматься им будут другие люди, которые в этом больше разбираются. Вот так легко и просто из бестолкового балкона можно сделать функциональный и уютный уголок. Однако незаконченная конструкция не дает полного представления, как она будет выглядеть в готовом виде. Поэтому покажем еще пару моментов. Здесь виден последний лист обшивки. По правой стороне, там где у нас внутри профиля, он прикручен саморезами, а по левой стороне, где откос, он приклеен на монтажный клей для гипсокартона. Малярные уголки можно ставить по-разному. И сверху на гипсокартон, и заподлицо с поверхностью. Ниша подготовлена под второй вариант. Как видите, установка уголков в одну плоскость с гипсокартоном позволяет убрать с его поверхности толстый слой шпаклевки и все, что с ним связано. Ну а мы останавливаемся на белом варианте. По мебели. В нише будут полки, снизу рабочий стол. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!